Приветствую, друзья! Планета словно решила встряхнуть нас. Катастрофы следуют одна за другой. Природа показывает свою мощь, и мы становимся свидетелями ее ярости. Давайте посмотрим, что случилось за последние сутки. Ряд населенных пунктов в провинции Сингбури в центральном Таиланде оказался под водой после того, как противопаводковые ограждения и временные дамбы не выдержали напора разбушевавшейся реки Чао-Пхрая. Первый серьезный прорыв произошел утром 11 ноября в районе Муанг в сообществе Банг-Банг-Хеннай. Вода начала просачиваться из-под насыпи, а затем хлынула на местные дороги. Власти были вынуждены объявить срочную эвакуацию для жителей 3 общин. 12 ноября ситуация усугубилась новыми прорывами в районе Инбури. Вода затопила несколько деревень в подрайоне Прасук. По сообщениям местных СМИ, в результате этих прорывов была затоплена школа и более 200 домов. Давление воды оказалось слишком сильным, чтобы его можно было сдержать с помощью мешков с песком, что заставило власти признать ситуацию, вышедшей из-под контроля. Муниципальные команды Сингбури экстренно укрепляют последнюю линию обороны мост Банг-Рачан, чтобы не допустить затопления главного экономического центра провинции. Постоянные прорывы происходят на фоне затяжных проливных дождей, вызванных ослабевающим тропическим циклоном Калмаеги, который привел к широкомасштабным наводнениям в 17 центральных провинциях Таиланда. По состоянию на 12 ноября наводнения затронули более 3900 квадратных километров сельскохозяйственных угодий по всему центральному Таиланду. Уровень воды в некоторых районах превышает 50 сантиметров. В районе Гандло, недалеко от города Челас, в пакистанской провинции Гилгит-Балтистан произошел масштабный оползень. В результате инцидента по меньшей мере 6 транспортных средств оказались заблокированы или повреждены сошедшей горной породой и грязью. По сообщениям местных властей, 2 из затронутых автомобилей упали в протекающую рядом реку Инд. Остальные 4 получили значительные повреждения. Несмотря на масштаб происшествия, предварительные данные свидетельствуют об отсутствии жертв. Пассажирам удалось вовремя покинуть транспортные средства. 2 человека получили незначительные травмы. На место происшествия немедленно прибыли спасательные службы. Движение по стратегически важному Каракорумскому шоссе, которое соединяет Пакистан с Китаем, было полностью остановлено. В настоящее время ведутся работы по расчистке завалов. Сильный шторм в Охотском море привел к подтоплению прибрежных территорий в Карагинском районе Камчатского края. В селах Ивашка и Ильпырский морская вода, нагоняемая волнами через песчаные косы, затопила низменные участки и повредила транспортную инфраструктуру. Согласно сообщениям местных властей и экстренных служб, штормовая активность в регионе резко усилилась в начале недели. Прогноз Камчатгидрометцентра о возможном переливе волн через косы подтвердился. Вода хлынула на побережье и размыла единственную дорогу, ведущую к населенным пунктам Ивашка и Ильпырский, что привело к их частичной изоляции. Несмотря на подтопление, воды в самих жилых домах нет, и все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Дорожные службы приступили к оценке ущерба. Восстановительные работы начнутся, как только погодные условия позволят это сделать. Мощный поток воды, вызванный прорывом водохранилища государственной компании водоснабжения Каджепа в городе Кампина-Гранди, привел к трагическим последствиям. Поток из высвободившихся 2 миллионов литров воды снес стены домов, повредил электрическую проводку, столбы освещения, а также увлек за собой припаркованные автомобили и мотоциклы. По меньшей мере 3 дома были полностью разрушены, еще несколько получили серьезные повреждения. В результате инцидента погибла пожилая женщина, и еще несколько человек получили ранения. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Территория была оцеплена для проведения поисково-спасательных работ и ликвидации последствий происшествия. Инцидент привел к временному отключению водоснабжения в 40 районах Кампина-Гранди и близлежащих муниципалитетах. Компания Каджепа и правительство штата выразили соболезнования в связи с трагедией. Правоохранительные органы ведут расследование.
расследования причин обрушения. Друзья, если вы хотите быть в курсе самых важных событий и не пропускать наши выпуски, подпишитесь на канал. Так вы точно не пропустите ничего важного. Проливные дожди и сильный ветер, обрушившиеся на Великобританию, вызвали масштабные наводнения и перебои в движении по всей стране. От Уэльса до Шотландии и Западной Англии обильные осадки привели к закрытию дорог, подтоплению низменностей и создали серьезные трудности для жителей. Метеорологические службы выпустили 3 предупреждения о наводнении и 17 оповещений для Уэльса. Особую обеспокоенность вызывают реки Элли, Гвендерет-Фавр и Дулайс, где значительно поднялся уровень воды. Сообщается о подтоплениях низменных участков, а также автодорог. Из-за сильных порывов ветра на отдельных участках было ограничено транспортное движение. На западе Англии, особенно в графствах Дивон и Корнуолл, за сутки выпало от 60 до 80 мм осадков, что спровоцировало резкий подъем уровня воды в реках Плим, Торибру и Лонгбрук. В Шотландии от стихий пострадали центральные и юго-западные районы, включая Глазго и Стратклайд. За сутки там выпало до 60 мм осадков. В Бирмингеме и районе западного Мидлендса проливные дожди вызвали кратковременные наводнения, которые спровоцировали транспортный хаос в городской черте. Взрыв газового баллона «Газели» произошел в Магнитогорске. Водитель «Газели» наехал на бетонное ограждение в районе дома номер 20 на улице Автомобилистов и повредил газовый баллон. В итоге произошел взрыв. В результате ЧП пострадал автомобиль «Лада Калина», который был припаркован неподалеку. На него перекинулось пламя. Пострадали также рекламные баннеры и конструкция здания. Сама «Газель» сгорела дотла. Возгорание ликвидировали прибывшие на место огнеборцы. К счастью, обошлось без пострадавших. Южное побережье канадского острова Ньюфаундленд подверглось удару мощного погодного фронта, который принес экстремальные дожди и штормовой ветер. Система осадков, вызванная так называемой атмосферной рекой, потоком тропической влаги из Карибского моря, обрушилась на регион вечером 11 ноября и продолжила бушевать в ночь на среду. В городе Сент-Лоуренс на Буринском полуострове выпало около 80 мм осадков. Общее количество осадков за 36-часовой период в наиболее пострадавших районах, таких как Порт-Оу-Баски, достигает 130 мм. Помимо ливней, регион страдает от штормового ветра. На прибрежных участках и, в частности, в зоне Рэг-Хаус, вблизи Порт-Оу-Баски, порывы достигали 90-110 км в час. Сильный ветер привел к частичным отключениям электроэнергии на Буринском полуострове и в центральных, а также западных районах Ньюфаундленда. Это уже второй мощный шторм, обрушившийся на Ньюфаундленд за последнюю неделю, что очередной раз подчеркивает неблагоприятную погодную ситуацию, сложившуюся в регионе. Страшная авария произошла на юге Перу. Междугородний автобус компании «Ламмасос» рухнул с обрыва, пролетев вниз около 200 метров. По последним подтвержденным данным, в результате катастрофы погибли 37 человек, еще 24 получили ранения различной степени тяжести. Инцидент произошел на извилистом участке Панамериканского шоссе в департаменте Арекипа, недалеко от берегов реки Аконья. Автобус, в котором находилось около 60 пассажиров, выполнял рейс из прибрежного города Чала в город Арекипа. По предварительной информации, водитель автобуса потерял управление после лобового столкновения с пикапом на опасном повороте. От удара автобус вылетел с трассы и рухнул в глубокое ущелье. На место аварии прибыли многочисленные бригады экстренных служб. Всех пострадавших доставили в больницы. Правоохранительные органы начали расследование всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. На вулкане Тааль, расположенном в провинции Батангас, произошло фреатомагматическое извержение. По данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, извержение продлилось около 3 минут. В результате активности вулкана в воздух на высоту 2800 метров был выброшен столб пепла.
Для вулкана сохраняется первый из 5 уровней опасности. Вулканологи напоминают, что при первом уровне опасности возможны внезапные фреатические или фреатомагматические взрывы, вулканические землетрясения, незначительное выпадение пепла и выбросы смертельных концентраций вулканических газов. В связи с потенциальным риском въезд в зону постоянной опасности, в частности, вокруг главного кратера и разломов Данг-Кастила, по-прежнему запрещен. Также запрещено катание на лодках по озеру и полеты самолетов вблизи вулкана. Несмотря на то, что тайфун Фунг-Вонг покинул Тайвань, он вызвал рекордные ливни и масштабные наводнения, особенно сильно затронувшие уезд Илань. По данным Национального научно-технического центра по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий, за вторник в уезде Илань выпало от 724,5 до 1061,5 мм дождя, что стало абсолютным рекордом для этого месяца. В портовом городе Соао уровень воды достиг критических отметок. Более 1000 домов оказались затоплены, жителям пришлось пробираться по улицам, где вода доходила до уровня шеи. Многие дома были повреждены потоками грязи и обломками. Власти провели масштабную операцию по эвакуации, переместив в безопасные районы более 8300 жителей. Для размещения людей было открыто 62 временных убежища. По последним данным, в результате стихии пострадал 51 человек, получивший ранения различной степени тяжести. Помимо наводнений, тайфун вызвал перебои в подаче электроэнергии и воды. Без света остались около 5907 домохозяйств, 370 остались без воды. Власти выпустили 35 красных предупреждений об оползнях в горной местности. Метеорологи предупреждают, что опасность сохраняется. Граждан призывают избегать горных районов и побережья. Исключительно редкое событие удалось снять на камеру местным жителям в районе горного хребта Блю-Ридж на востоке Соединенных Штатов. В объектив попала семья, состоящая из 2 взрослых оленей-альбиносов и их оленят. Видео быстро привлекло внимание не только широкой общественности, но и федеральных сотрудников охраны природы, поскольку подобное зрелище является крайне уникальным. Альбинизм у оленей – это генетическое отклонение, которое, по оценкам экспертов, встречается лишь у одной особи на 20-30 тысяч рождений. Вероятность того, что 2 альбиносные особи встретятся, создадут пару и дадут потомство, является астрономически низкой. Белые олени, к сожалению, более уязвимы в дикой природе из-за своего выделяющегося окраса, который лишает их естественной маскировки от хищников и охотников. Южные районы Ливана охвачены серией сильных природных пожаров, которые продолжают распространяться на фоне сухой и ветреной погоды. По состоянию на среду пожары затронули несколько районов, включая Джармак, Айшия, Рихан и Арамта. Сообщается, что некоторые из этих возгораний удалось локализовать, однако в труднодоступных горных районах огонь продолжает распространяться, пожарные команды сталкиваются со сложностями при тушении. Местные ливанские власти и ряд СМИ прямо связывают возникновение пожаров с целенаправленными израильскими ударами. Экологи предупреждают о растущих гуманитарных и экологических проблемах. Огонь уничтожает сельскохозяйственные угодья, леса и пастбища, что представляет собой угрозу продовольственной безопасности и экономики региона. На севере Колумбии, в районе Карари, Трансверсаль, произошел крупный оползень, вызванный продолжительными проливными дождями. Основной удар пришелся на главную транспортную артерию, соединяющую города Барбоса и Ландазури. В результате схода грунта было разрушено около 3 километров дорожного полотна. Это полностью парализовало движение и отрезало более 25 окрестных деревень от сообщения с соседними районами. 27 семей, проживавших неподалеку, были экстренно эвакуированы в безопасные места. Оползень нанес также значительный ущерб местному сельскому хозяйству. Пострадало примерно 250 гектаров сельскохозяйственных угодий. Правительство департамента Сантандер объявило в регионе чрезвычайное положение. На место происшествия для оценки ущерба и ремонтных работ направлены инженерные бригады. В среду на западе Кипра была зафиксирована интенсивная сейсмическая активность. Основное землетрясение магнитудой 5,3 произошло днем.
Эпицентр находился примерно в 20 километрах к северо-востоку от западного города Пафос, на глубине около 15 километров. Согласно информации от Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра и других агентств, подземные толчки ощущались на всем острове, а также в соседних странах, включая Ливан, Турцию и Израиль. Жители высотных зданий в столице Никосии и других городов сообщали о сильном и продолжительном сотрясении. После основного землетрясения последовал ряд авторшоков, некоторые из которых достигали магнитуды от 3,4 до 5,3. Несмотря на интенсивность толчков, серьезных травм или значительного материального ущерба не зарегистрировано. Сообщалось о падении камней на дорогу Пафос-Цада и временных перебоях в телефонной связи. В качестве меры предосторожности были ненадолго эвакуированы государственные здания в округе Пафос. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.